Так, народ, всем привет, вы на канале Bomberman 1. Сегодня вот продемонстрирую, приехала одна такая коммерческая посылка. Это Xiaomi Air 2 Second Edition, вторая версия для Китая. Вот, все на китайском. Ну, тут вот в виде модельку. Можете приблизить. Кстати, снимаю на другую камеру уже от Sony. Как меня слышно, напишите. Вот такое тестовое видео. Просто покажу. 2020 год, конец. Вот. Сейчас как-то мы распечатаем по-быстрому. Так, короче, я открыл. Не знаю, будет слышно меня или плохой звук. Это такая экшн камера. Снимаю на нее. Так, вот они, красавцы. Короче, вот такие они. Так, тут, кстати, камера широкоугольная, спортивная. Вот эта вся хрень снимается. Взял, короче, так, сыну, пусть побалуется. Вот сразу не светится. Ну, новенькие. А то иногда там просто присылают чуть-чуть подешевле из коммерческих таких партий, где они там дают в магазины, все, у них там тоже есть, как бы, как у нас это в Украине. Там эпицентр, не эпицентр, а этот, как Эльдорадо, там Фокстрот. Вот. Ну, короче, 410 миллиампер. Вот, ну такие, ничего, открывайте сразу, показывайте. Я, короче, пока сейчас без телефона своего основного. Так что протестирует, наверное, сын, потом уже отпишу вам. Зарядной, кстати, Type-C. Вот. Они, короче, так снимаются. По блатному. Ну, короче, видим, вот, как бы, они вообще даже чисто из коммерческой партии, но они не пользовались в магазине. Просто как образец стояли. Есть вот здесь такие маленькие, видите, вот, ну, эта камера, не знаю, спортивная, как она там будет. Но я-то нормально показывала. Должно быть видно вам. Надписи тоже есть. Я так понял, шумоподавляющий микрофон, как я не ставлю. Ага. Все, и чисто он так заряжается. Ну, блин, как это чуть-чуть тут оно как бы такой то ли магнит, то ли не, такой магнит. Ну, чуть-чуть неудобненько. Так, ну, и второй откроем. Попробуем. Ну, запустился. Кстати, не знаю, то я понял, они уже подключаются, что ли. Ну, говорю, нужно будет попробовать, потому что я без телефона. Сейчас есть другой телефон. Вот, так что такое. Я на другом андроиде. Мне там нужно камере просто подключать, а где что-то моргают. Думаю, по-любому нужно будет разобраться. Ну, все. Тут ничего. Думаю, что-то есть. Наверное, ага, инструкции, макулатурка. Нажмете на паузу, короче, почитайте. Все на китайском, версия для Китая. Вот, приложение ихнее. Ну, я пробовал, у меня есть сейчас. Где это мои? Вот на японских телефонах, кстати, я не знаю, там у меня просто другой Android. То они даже показывают по Bluetooth, сколько в самих наушниках осталось заряда. Вообще классная есть штука, вещь. Я вот ими уже так где-то, ну, с лета, полгодика уже, наверное, будет скоро, да, пользуюсь. Вот еду за границу, там через границу тоже себе врубаю музон, во, офигительные штуки. Вот это разные простые, тоже из Китая брал, ну, не такие из витрины, эти тоже из витрины, но это вообще новые. Но цена, конечно, тут чуть-чуть дешевле и этих, потому что они распечатанные. Так, в принципе, все, ребят. Протестируем. Под видео напишу или сделаю второй обзор. Там ставьте пальцы, лайки, то напишу, как они эти. Насколько я знаю, в основном иногда вот китайцы, когда делают для себя, то не получше, чем для других. Ну все, пока.